Крит – это самый греческий остров Греции, потому что вся мифологическая база, вся классика, которая перекочевала позже к нам в литературу, она про Крит. Здесь родился Зевс, здесь же его сын Минос правил островом, имея под рукой своего весьма странного внебрачного сына Минотавра, который от нечего делать тусовался в лабиринте. Лабиринт, кстати, построил знаменитый архитектор и инженер Дедал, сын которого Икар потом сконструировал крылья, которые оказались весьма нерезультативными, и улететь далеко он на них не смог. Сюда же приплыл потом Тезей, чтобы по ниточке Ариадны спуститься в подземелье Кносского дворца и устроить разборки с Минотавром. Но только ли это мифы и легенды, или под ними прячется настоящая история? Все дело в уникальности минойской цивилизации, которую археологи нашли на острове Крит. Она имеет отдаленное отношение к Греции. В период своего расцвета это совершенно уникальная культура, не похожая ни на что другое. И если древняя Греция – это колыбель, младенчество современного европейского мира, то минойский Крит, можно сказать, плод в утробе. Ее развитие и расцвет относятся к 2700-1400 годам до нашей эры. Раскопки английского археолога Артура Эванса в начале 20 века показали, что миф не так уж оторван от реальности. Останков Минотавра Эванс, конечно, не обнаружил, но он со своими сподручными отыскал на Крите роскошный Кносский дворец, огромное трехуровневое сооружение со множеством запутанных комнат и помещений. Их там насчитывают более 300. Оснащение постройки на достаточно высоком уровне. Водопровод, канализация, продуманная система вентиляции – все говорит о развитом инженерном искусстве. Этот, как иногда его называют, мини-город, мог показаться неискушенному греку чудом архитектурной мысли, волшебным лабиринтом. Откуда-то совершенно неожиданно тут взялись два чудесных павлина – самец и самочка. Мною лично товарищ павлин пренебрег, но при появлении подружки повел себя совершенно по-мужски. Письменные отрывочные сведения, изображения в срезке дворца, дошедшие до нашего времени, говорят о том, что культ быка в крито-минойской традиции занимал важное место. Он был, по сути, пережитком тотемизма, поклонения животному, который представлялся прародителем рода. Многочисленные фрески изображают игры с быками, ритуалы тавромахии, прыжки через быка. Бытует мнение, что эти состязания с животными могли стать основой для более поздней традиционной корриды. Первый дворец-храм в Кносе был построен в раннедворцовый период, около 2000 года до нашей эры, на остатках находившегося здесь ранее неолитического поселения. Этот дворец был разрушен землетрясением около 1700 года, однако вскоре были проведены необходимые восстановительные работы, и на его месте в новодворцовый период был построен другой дворец, который и дошел до нашего времени. После сильнейшего землетрясения и огромного цунами между 1628 и 1500 годом до нашей эры, вследствие мощного извержения вулкана на острове Санторини, дворец был разрушен. И здесь кроются корни другой легенды, которая тоже исследователями связывается с Кносским дворцом. Легенда об Атлантиде, погибшей цивилизации, достижения которой теперь для нас недоступны. Мысль о такой взаимосвязи вполне может прийти в голову. Посмотрите, как диковинно выглядят белые грифоны в отреставрированном тронном зале. Минойскую культуру, согласно этой теории, считают наследницей культуры атлантов. Понять эту теорию вполне можно, смотря на это чудо инженерной мысли. Дворец был многоэтажным и имел сложный план. Сотни различных помещений, соединенных ходами и лестницами, были сгруппированы вокруг большого парадного двора. В том числе тронный зал, колонные залы, смотровые террасы, ванные комнаты.
Стены ванных комнат были украшены росписями с дельфинами и летающими рыбами. Во дворце было естественное и искусственное освещение, водопровод и канализация, вентиляция, отопление, а также мощеные пути. Удивительно, но в полной сохранности находятся амфоры – большие глиняные сосуды, в которых хранилось масло, вино и другие продукты. Количество их так велико, что Артур Эванс оценил общий объем амфор как равный 80 тысячам литров. Официальные историки утверждают, что во дворце не существовало никакого лабиринта, просто сам дворец имел довольно сложную и запутанную планировку. Тем, кто впервые попадал сюда, приходилось порядком поплутать в поисках выхода, поэтому спустя века осталась память о загадочном лабиринте в Кносском дворце. Однако вполне возможно, что лабиринт все-таки во дворце был. Название Кнос известно по древнегреческим упоминаниям главного города Крита. Однако отождествление Кноса с городом Бронзового века основывается не только на традиционных представлениях, но и на анализе римских монет, разбросанных по окрестностям мест раскопок и на холме, называемом Кефала. На многих из этих монет была надпись «Кнос» или «Кносион» на лицевой стороне и изображение Минотавра или лабиринта на оборотной стороне. К сожалению, часть помещений дворца закрыта по эпидемиологическим причинам. Например, закрыта сокровищница. И мы не увидели с вами некоторых знаменитых фресок, например, чудесного жреца с лилиями, панно с дельфинами и голубую обезьяну, задремавшую в траве. Но, наверное, это всего лишь повод снова сюда вернуться. Вернуться, чтобы прикоснуться к самой настоящей и самой живой истории, которая когда-то разворачивалась на этой невероятной планете по имени Земля.